Привет. Расскажи Привет. о себе, кто ты. Привет, меня зовут Стас Громов, и я тату-мастер из Нижнего Новгорода. Как долго ты работаешь тату-мастером? Профессиональная карьера моя уже, наверное, 4-й год идет. До этого я, наверное, года 2 еще практиковал, скажем, начинающим тату-мастером. Слушай, а как ты вообще к этому пришел-то изначально? Наверное, в 2000 году, наверное, где-то в классе 7-8 появился первый интернет. Появились первые выходы, скажем, я увидел, что такое граффити, начал рисовать его мелом на гараже. Вот. Купил себе первый баллончик, и отсюда понеслось. Отсюда понеслось, я начал рисовать граффити. Я очень долго рисовал граффити. Потом у меня возникли проблемы в 2012-2013 году с полицией. И я долго не мог рисовать и думал, чем же себя занять на самом деле. Собрал самопальную тату-машинку, начал татуировать где-то, может быть, в 2013 году, вот так вот первые свои татуировки делать, какие-то струной реально точил струну, там все как положено. Это классика, наверное, такого большинства тату-мастеров было. И начал потихонечку, как снежный ком, это все накапливается друг к другу, друзьям друзей, и понеслось, вроде как купил себе первое тату-оборудование. Это было китайское тату-оборудование, конечно же, но это уже было, ой, как круто вообще, потому что и струна у тебя не вылетает, не ударяется тебе там в очки, или еще что-то, это было. Так, закончим с этим. Я постепенно татуировал, и как-то в определенный момент я понял то, что узнал про леттеринг в целом вообще, то, что есть такая культура где-то там далеко. А делать букву, так как я работал со шрифтовыми граффити, мне было дико интересно вообще с буквами работать. И это как-то начало я больше времени. Сейчас я полностью занимаюсь буквами вообще. Это моя страсть, это меня вдохновляет. И чем буквы интереснее, тем сложнее, тем для меня вообще, я ценю свое время прям больше, чем сложнее, тем круче вообще. Я планирую в этом развиваться дальше. Очень круто. Спасибо. На самом деле круто. А скажи мне, пожалуйста, ты как-то придумываешь эти буквы, или ты какие-то альбомы ищешь, или на Западе черпаешь идеи? Откуда это вообще приходит? В последнее время я очень вдохновляюсь, потому что так как классическое написание букв, так скажем, из Лос-Анджелеса, классические такие шрифтовые буквы, они мне уже немножко поднадоели, с них замыливается глаз, это по мне очень скучно. Я начал вдохновляться black metal музыкой, black metal лого-дизайном, вообще полностью всей этой культурой, и начал использовать какие-то элементы из граффити в своих шрифтах, те же самые точки, какие-то паутинки, которые используются в black metal логотипах. И знаешь, это было типа попробую, пойду ва-банк. Вдруг это зайдет. И это зашло, скажем, не сначала, но со временем как снежный ком накручивается, и люди это ценят, и мне это очень важно, я сам это ценю, то, что людям нравится. И я постоянно экспериментирую с новыми формами, потому что рисовать одно и то же, это дико скучно. Надо экспериментировать, надо придумывать что-то новенькое. Слушай, а твои клиенты, если смотреть по твоим стадиям развития, по этапам развития, наверное, на первых порах ты даже не думал, что ты будешь этим зарабатывать как основным делом. Или как получилось, что ты действительно всю свою силу, все свое время пустил на занятие, которое, по идее, изначально, наверное, не могло тебе обещать каких-то нормальных доходов? Могу так сказать, что даже на данный момент я как-то себе сумрачно представляю, это очень размыто, туманно, что я профессиональный тату-мастер. Это на самом деле, да. Будучи, когда меня пригласили открывать конвенцию этого года, Московскую интернациональную тату-конвенцию, фиг выговоришь, с лекцией я выступал как раз, и было там где-то написано в интернете от профессионалов, я такой думаю, господи, я что, уже профессионал? Потому что у меня не было никогда, скажем, такой идеи, что я буду тату-мастером. Из-за этого все это как в уровне хобби все происходило, что и сейчас происходит. Я кайфую от своей работы, я не могу назвать это какой-то профессией, потому что профессия это слишком серьезно, наверное. Это хобби, это моя жизнь, я рисую, люди кайфуют с этого вообще, и все по кайфу вообще. Я зарабатываю деньги, люди от меня уходят, ой, счастливые, приезжают вообще с разных уголков мира. Что может быть круче вообще на самом деле?
Огонь. Да, то есть ты по факту свое хобби превратил в дело, да? Да, да. А скажи, пожалуйста, наверняка многие вот ребята, да, мастера сейчас будут на тебя смотреть и думать, ну, конечно же, это же Стас Громов, он так уже все это делает, куда мне вообще лезть со своими протоками? Ну, это я так условно сейчас, конечно. Но есть ли какой-то, грубо говоря, путь успеха, да, чтобы человек понял, что он действительно может сделать татуировку своей профессией? Ну, наверное, да. Я обычно многим советую, когда мне каждый божий день пишут, дай какой-нибудь советик, там, что почитать, что полистать. Я говорю, больше практики на бумаге. Когда у тебя нет возможности татуировать, ты можешь практиковаться на бумаге. Вот, потому что ты можешь поработать, миллион новых форм придумать. Потому что большинство проблем тату-мастеров, то, что они увидели что-то и начинают копировать это. Копировать чуть-чуть добавят, а ты попробуй что-то новое вообще. Ты начни не справа налево, например, а наоборот, там, или в другую сторону рисовать. Сверху вниз новые формы, экспериментировать что-то. Потому что когда ты начинаешь создавать что-то новое, это начинают ценить люди. Когда ты начинаешь топтаться на месте и что-то там чуть-чуть менять, народ это не цепляет глаз вообще. Когда ты видишь какую-то новую татуировку, пускай она плохо выполнена, что-то оригинальное, ты такой, ну что-то знаешь так, ну ты обратил на нее внимание, вот. А если ты будешь это развивать потом, в последующем, будешь смотреть, как люди реагируют на это вообще, какой-то выхлоп с этого есть, как за счет соцсетей элементарно тех же, что люди говорят, что ты сам считаешь по этому поводу, анализируя постоянно свое творчество вообще. Я думаю, в процессе эксперимента ты и выйдешь в новые русла как раз там, где ты будешь развиваться профессионально. Потому что, когда ты ничего не создаешь в итоге, ты просто берешь и, скажем, рисуешь тот же самый черный квадрат новый, ты никого не удивишь. Ты рисуешь красный квадрат, голубой, но это будет в итоге черный квадрат, который когда-то уже кто-то нарисовал. Ты не сделаешь ничего нового. Когда ты придумаешь что-то новое, народ это заценит со временем, я думаю. Все, сила и упорство, и мы прорвемся. Эй, тысячу чертей. Да, слушай, хорошо, значит, тогда основной конек я поняла твой, что, окей, мастер постоянно экспериментирует, да, работая с новыми формами, все замечательно. Вот он что-то придумал. Продвижение где свое делать? Среди людей, чтобы там друзья друзей рассказывали, некое сарафанное радио, или все-таки соцсети? Надо ли делать платную рекламу? Делаешь ли ты платную рекламу? Вот чуть-чуть. Сейчас, скажем, намного проще. Как ты понимаешь, стало с продвижением. Сейчас миллион соцсетей различных вообще. Вопрос от того, где ты хочешь продвигаться, развивать себя как личность, как мастера. Если ты хочешь в России развиваться как мастер, пожалуйста, это контакт, это легко. Но сейчас же пользуется популярностью Инстаграм, и ты можешь в Инстаграме развивать, ты можешь там какую-то рекламу. Конечно, сейчас намного проще вообще. Когда ты создаешь качественный контент, те же самые рисунки, без вложений, там каких-то, если ты делаешь что-то интересное, люди, конечно же, это будут видеть, они это, скажем, теми же самыми беспонтовыми лайками, там еще что-то, они комментируют. Тебя это тем самым вдохновляет. И общение с другими мастерами. Вот, потому что без этого никуда. Когда ты не общаешься, ты стоишь на месте. В этом году я достаточно много путешествовал, и работая в России, скажем так, здесь одна сцена, в Европе совершенно другая сцена, в Европе говорят, что другая сцена в США, понимаешь, это большая игра, мы такие думаем, что в Европе, короче. Это зависит от того, что ты видишь в конце, конечный результат какой вообще. Будучи, конечно, можно контакт вообще заниматься продвижением ВКонтакте, там есть куча миллионов платных пабликов, в Инстаграме то же самое. По поводу платных постов и рекламы. Я, слава богу, ничего в себя не вкладывал, ни копейки. Разве что на мерч, на наклейки. Вот. Но это все на самом деле копейки. Знаю, что некоторые мастера активно, буквально там до 20-30 своего заработка процентов скидывают в рекламу. Но на самом деле я думаю, что это стимулирует, скажем, развитие твоего творчества. Чем больше люди тебя видят, тем, скажем, выше процент того, что ты быстрее узнаешь, в верном ли ты, скажем, направлении движешься. Вот.
Это просто дополнительный шанс какой-то. Круто, спасибо тебе за ответ. Ты сказал, что ты много путешествовал в том году. Это были В этом году. Да, еще в этом, ну, уже близится, да, конец года. Ты ездил именно отдыхать или работать? Как у тебя? Как правило, я совмещаю, потому что для меня очень скучно куда-то ехать и там ничего не делать, как купаться или там потусоваться, потанцевать. Я все успеваю, скажем так. Поехал я куда-то там в Европу, в город какой-нибудь, я там успею потатуировать, и по клубам ночью сходить, и пожиганить, и с культурой приобщаться, потому что они вообще в моей жизни немалую часть играют вообще различные субкультуры. Это клубная музыка, там меня интересует black metal музыка, хип-хоп, много всего вообще. Меня много чего вдохновляет, и из каждой субкультуры какой-то ты выхватываешь какую-то для себя, скажем, маленькую ту частичку, которую ты постоянно думаешь, сейчас я ее где-нибудь тут у себя реализую на самом деле. Поэтому вдохновление везде может быть вообще. Поняла. Скажи, здорово. Вот ты решил поехать, допустим, куда-то в Европу. Твои действия, то есть ты сначала ищешь студию, в которую ты приедешь работать, или ты сначала покупаешь билеты и едешь отдыхать, а уже со студии как-то в процессе все разруливается? Нет, это достаточно тяжело, так как, наверное, большое количество сейчас мастеров, вообще это у нас прям какой-то тренд в этом году, как у русских мастеров, так и в мировой вообще индустрии. Все везде путешествуют, катаются, сейчас очень активно вообще все по миру перемещаются. Мои друзья из Барселоны катаются в Германию, из Германии в США, в Лос-Анджелес, короче, там из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, из Нью-Йорка в Берлин, в Москву, из Москвы в Берлин, короче, в Эссен много тату-мастеров катаются, все с друг другом общаются вообще. Ну и, как правило, есть такое понятие, как guest-spot вообще. Они, как правило, есть в каждой студии, какая-то хорошая, приличная студия всегда имеет guest-spot для гостевого мастера. Вот. Но так как нужно анонсировать, скажем, себя заранее, ты не зная, какое нужно иметь крутое имя, то, что ты, бац, вот так вот сегодня решил в какой-нибудь там, не знаю, там в Роттердаме, сегодня я буду татуировать вообще, да, и нашел какую-то студию сразу же тут. Нет, конечно же, все это делается заранее. Ты отписал студию, какую ты себя видишь вообще, с интересными мастерами, конечно же, когда ты приезжаешь, тебе интересно пообщаться и с мастерами, и работать в хорошей атмосфере, потому что, скажем, все должно быть по твоему уровню вообще. Ты не, ну, либо я говорю как по себе, я не хочу обламываться совершенно ни в чем. То есть, если все должно быть круто, то все должно быть реально, ну, по соткам вообще. Вот. И я анализирую, смотрю, выбираю студию, закидываю удочки, конечно, потому что поступает каждый божий день огромное количество, куда приглашают тебя работать, но все хотят, это огромный бизнес, все хотят поиметь на тебе деньги вообще, вот, и надо посмотреть, какие оптимальные условия, процентные ставки, и кто там работает, будет ли тебе интересно работать в этом коллективе, где-то хорошие условия, но такая студия, что тебе туда просто неохота там вообще ничего делать, скажем, вот. И все это примерно за полгода на самом деле планируется, за 3, за 2 месяца вообще, да, ну это все очень долгосрочный проект на самом деле, куда-то, если ты даже планируешь какой-то некий трип из буквально соседних городов, да, тебе, ну, месяца за 3 все это же шухер надо начинать как минимум. Поняла, то есть не надо бояться, надо просто брать и делать, и заранее подготавливать себе почву. Да, обязательно заранее, потому что люди должны знать, что ты такой-то мастер, пока студии тебя, может быть, порекламируют, пока ты сам за счет соцсетей каких-то людям дашь знать о себе, что, чуваки, я буду здесь работать, и если вы хотите получить, как говорится, мой стиль, пожалуйста, приезжайте, я буду вам рад вообще. И люди, конечно, подписываются под эту тему. Круто. Слушай, смотри, у меня еще такой вопрос. Ты тату-мастер, у тебя есть свое оборудование, которым ты работаешь. Ну, сорян, ты татуировщик. Ну, не, почему я тату-мастер? Мне все нравится. Whatever. Короче, ты Стас. Давай так. Ты берешь с собой свое оборудование, да, которым ты работаешь. Да. Ты можешь на любом оборудовании работать уже, или у тебя есть какая-то привязка к определенным тачкам? Есть. Ну какая? Есть, конечно. У меня есть парочка любимых тачек. Это Влад Блат, ProLiner и Sea Wolf.
Вот, это две моих любимых тачки, одну из них мне презентовали весной этого года, я такой подумал, господи, какое громоздкое дерьмо, а потом я просто такой взял, включил ее, до этого я работал Dragonfly, и я просто понял, что это... Я люблю мощные, быстрые тачки, и, скажем, я ценю свое время, и мне нужно за максимально короткое время добиться максимальных результатов вообще, как и вообще во всем, потому что не надо ебать мозги, скажем, там, лохматить бабушку, нужно взять и сделать вообще. И эти две тачки, они прям полностью отвечают моим требованиям. Одна из них там и гвозди можно забивать, а вторая вкрашивает так, что вообще просто можно кожу сорвать, но меня все это устраивает вообще. Огонь. А если произошло ужасное, да, и, допустим, тачки там... наверное, это не надо говорить. Да, ну, наверное, говори, а почему? Все такое? Окей, я просто про то, что, смотри, допустим, ты сдал багаж в самолет, да, и тебе там багаж потерялся, тачек это страшный сон нету. любого татуировщика. Всегда, когда я жду свой чемодан с рейса, я такой думаю, господи, уже так давно все получили, а я еще не там, вот он едет. На самом деле... Слава богу, такого со мной не сталкивался, на самом деле у меня таких ситуаций не было неприятных, но такие ситуации бывают иногда. И я думаю, что, скорее всего, меня, наверное, мастера какие-то выручат. Вот с кем я работаю, на самом деле, к кому я в студию приезжаю, большинство когда я приезжал, вот, например, в Берлин, каждый мастер обязательно либо мой клиент, в основном у меня клиенты-татуировщики, они такие, вот смотри, у меня тоже есть тачка, смотри, у меня тоже есть лабват, я тоже ей работаю, или я там купил с твоим продизайном, там, то есть я могу попросить, кто-то меня выручит, если уже, скажем, такая, или, я думаю, придется выкручиваться как-то, искать там какое-то оборудование другое. Мы тебе пришлем, если что. Позвони мне. Да, это будет прикольно. И очень кстати. А что, если вдруг, ну, ты просыпаешься У нас все интервью утром, такое, а если вдруг? Такой страховой случай. А если, да. Чем бы ты стал заниматься, если бы не было вообще в этом мире татуировок? Скорее всего, дизайном, потому что я и практикую дизайн, достаточно на профессиональном уровне. Я делаю лого-дизайны для различных музыкальных групп еще, когда у меня есть время. Вот, делаю это на профессиональном уровне. Какой-то графический дизайн, кому-то помогаю, всякие различные. У меня там есть, скажем, компании, с кем я работаю, помогаю им, скажем, по дизайну. Вот. Это, скажем так, тоже мое какое-то, наверное, уже хобби. Но в последнее время на это, конечно, меньше времени хватает, потому что типографика, буквы, вообще дизайн в целом, это индустрия моды, там еще что-то. Ты везде постоянно что-то черпаешь, и нужно находиться в балансе, в унисоне со всем окружающим, потому что он такой скоротечный, каждый новый тренд, ты везде должен что-то хапануть, потому что это интересно. Для меня это всегда интересно, а стоять на месте это скучно как-то. Мы знаем, что у тебя сейчас будет клиент. Это какая-то большая работа, да, планируется или что? Пока я, честно сказать, не знаю. Вроде бы, как обычно, собственно, я ничего не рисовал. И вроде бы я делаю затылок, вроде бы с шеей. Пока точно не знаю, но я думаю, сейчас этот человек придет, мы с ним встретимся, обсудим. Вчера у меня вчера было время, пока я ехал сюда в стриже, я думал, порисую. У меня есть такой, 4 часа, я могу порисовать. Он мне прислал вот такой вот список фраз, которые он хочет себе, типа, ну он пока думает, я говорю, окей, давай завтра при встрече с тобой порешаем тогда. Вот, и я смотрел вчера «12 стульев». Кстати, отличный фильм, с кем? Да. С Мироновым? С Мироновым, да, с Мироновым. Ты знаешь. Слушай, ну я заложник ситуации, там был фильм, который в стриже показывали, и я смотрел. Ну, есть как есть, да. Спасибо тебе за интервью. Ребят, если у вас есть какие-то интересные вопросы, на которые я на данный момент не ответил, вы можете мне писать в директ или связаться как-то со мной, и мы снимем еще один ролик, и я постараюсь на них ответить более подробно. Какие-то технические нюансы, там, с рисованием что-то, пишите все, я на них с удовольствием отвечу. Всем мир. О, и котик. Да, было все круто, если на меня кошка прыгнула.